7 самых засушливых мест в мире. Большинству зрителей моего канала посчастливилось родиться в регионах, которые не страдают от сильной засухи. Но на нашей планете существуют места, где практически никогда не шел дождь. Итак, начнем. Первое. Антарктида. Может, это и покажется абсолютно нелогичным, учитывая все айсберги, снег и лед, но Антарктида все же является одним из самых сухих мест на планете, так как в год выпадает всего лишь около 10 сантиметров осадков. Если у вас есть желание попутешествовать, тогда вам стоит отправиться в Антарктиду из города Ушуайя, что в Аргентине. Он является самым южным городом в мире. Во время круиза вы сможете увидеть смиренные ледники и айсберги, а также тюленей и элегантных маленьких пингвинов, бродящих вокруг. А может быть, вы даже сможете увидеть косаток, делающих сальто назад. Второе. Пустыня Сахара. Пустыня Сахара, пожалуй, самая знаменитая пустыня в мире и в целом одна из самых жарких. Расположившаяся на почти 4 миллионах квадратных миль, она практически столь же велика, как США, и охватывает большую часть Египта, Алжира, Чада, Нигерии, Марокко, Туниса, Судана, в основном почти всю часть Северной Африки. Если вы хотите прочувствовать, что значит находиться в одном из самых сухих мест в мире, совершите сафари через Сахару. Посетите местные деревни, взгляните на оазисы и узнайте на самом деле, что такое мираж. Или вы можете позволить себе поездку на верблюде и почувствовать себя настоящим бедуином. Третье. Пустыня Гоби. Гоби является пустыней дождевой тени из-за Гималаев, так как самые высокие горы в мире блокируют прохождение осадков и тем самым бросают тень засушливости на все, что находится за ними. На экскурсии в пустыне Гоби вы научитесь получать верблюжье молоко и варить местные напитки, а также увидите, что такое кочевая жизнь. Четвертое. Пустыня Атакама, Южная Америка. Пустыня Атакама – еще одно из самых засушливых мест на Земле. На самом деле это самая сухая и жаркая пустыня на планете. Расположилась она на более чем 600 милях и пересекает Чили, Боливию, Перу и Аргентину. В среднем тут выпадает около 15 мм осадков в год, хотя в некоторых регионах пустыни есть метеостанции, которые вообще никогда не регистрировали дождь. Также вам будет интересно узнать, что Атакаму считают одной из старейших пустынь в мире. Может, ее описание и не соответствует этому, но пустыня кажется довольно гостеприимной из-за своей уникальной географии. Она каждый год привлекает довольно много туристов. Вы будете удивлены, узнав, что Атакама является одним из топ-3 туристических направлений в Чили. Пятое. Юма, Аризона. Хотя Юма это не совсем то сухое место, но это самый засушливый город США. Юма – самое солнечное место, и местные жители проводят тут практически круглый год, купаясь в солнечном свете. Рекомендуем посетить сообщество истории округа Юмы, увидеть национальный памятник с свечевым кактусом и изучить императорские песчаные дюны. Шестое. Пустыня Австралии. Пустынные районы Австралии, в основном описанные как Красный центр, несмотря на довольно жесткие условия, являются домом для разнообразной флоры и фауны. Если вы будете находиться неподалеку, не забудьте посетить превосходный Улуру, Эрс-Рок. И может быть у вас даже появится шанс увидеть билби, вид кроликов, а также красных кенгуру. Седьмое. Бонневиль, Юта. Бонневиль – высохшее соленое озеро площадью 260 км², находится на северо-западе штата Юта, США. Озеро сформировалось примерно 32 тысячи лет назад, а примерно 16 800 лет назад озеро высохло. Остаток доисторического Бонневильского озера – одно из самых сухих мест в мире. Оно привлекает множество туристов каждый год, но, конечно, не для поездок на верблюде. На самом деле, каждый год тут проходят 5 знаменитых скоростных событий, в том числе «Неделя скорости» и «Мир скорости» для грузовых и легковых автомобилей и велосипедов, а также скоростные испытания для владельцев мотоциклов. На территории озера в 2006 году успешно приземлилась спускаемая капсула космического аппарата Stardust с образцами кометного вещества.
Дорогие зрители, напишите в комментариях, в каком из описанных сухих мест вы больше всего хотели бы побывать. Если у вас есть идеи, о каких еще фактах снять ролик, то пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Спасибо за внимание и за то, что смотрите ролики на моем канале LT Denis Facts. Понравилось? Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии и делитесь с друзьями. До скорого!